Всем привет! Я надеюсь, все уже установили macOS Big Sur, и моя видеоинструкция ролик под номером 41 вам в этом помогла. А сейчас в продолжение темы macOS 11 я собрал для вас 20 новых фишек. Возможно, что-то вы уже знаете, а что-то для вас станет открытием. В любом случае будет интересно, так что поехали! Первое. Меняем цветовой акцент. Оформление интерфейса систем. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Основные» и определите цветовой акцент для всей системы. Да, macOS 11 Big Sur изменилась внешне, и этот факт заметили все, но немногие обратили внимание на то, что она получила возможность кастомизации внешнего вида, базовых элементов интерфейса с помощью цветовых акцентов. Ранее в соответствующем меню можно было выбрать лишь цвет выделения файлов в Finder, текст в редакторах и немногочисленные другие элементы. Сейчас оттенок влияет на внешний вид фото, Finder, заметок и другого софта. Второе. Добавляем процент заряда аккумулятора MacBook в строку меню. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Строка меню» и «Док». Разверните меню «Аккумулятор». Переведите в активное положение переключатель «Показывать в процентах». Ранее для этой задачи достаточно было нажать на соответствующий значок в строке меню и выбрать желаемый пункт. Теперь для работы с верхней системной панелью имеется отдельный раздел настроек операционной системы. Стало более логично. Третье. Удаляем дубли значков пункта управления из строки меню. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Строка меню» и «Док». Переведите в неактивное положение переключатель «Показывать в строке меню» для всех значков, которые не нужны здесь. Отдельного внимания заслуживает пункт управления, который частично повторяет аналогичное меню из iOS, iPadOS. Он включает наиболее востребованные системные настройки, которыми можно было управлять максимально быстро. Лишнее можно удалить из панели. Четвертое. Перетягиваем элементы пункта управления в строку меню. Откройте пункт управления с помощью соответствующего значка в строке меню. Перетяните необходимый значок на него, используя Drag and Drop. Да, некоторые системные значки все же нужно иметь всегда под рукой. К примеру, заряд аккумулятора во время автономной работы. Этот и другие элементы из пункта управления можно легко перетянуть в строку меню. Пятое. У настроек отображения часов появилось новое расположение. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Строка меню» и «Док». Разверните меню «Часы». Ранее внешний вид часов в строке меню настраивался через раздел «Часов». Но теперь, когда для параметров данной панели появилось отдельное меню, в него переехало все, что ее касается. Имейте в виду, когда будете искать. Шестое. Настраиваем общую конфиденциальность для уведомлений. Откройте опять же системные настройки, перейдите в раздел «Уведомления», выберите необходимый вариант в выпадающем меню «Показывать миниатюры». С выходом апдейта у вас получится скрыть содержимое уведомлений при их отображении в режиме заблокированного экрана. Многие на Mac этим вообще не пользуются, но лично я всегда перевожу свое туда. Когда оставляю без присмотра свой Mac в кабинете, на всякий случай. Седьмое. Добавляем новые виджеты в центре уведомления macOS. Откройте центр уведомления, нажмите на кнопку «Изменить виджеты», перетяните необходимые из левой части экрана в правую, используя Drag and Drop. Да, виджеты в центре уведомлений системы также заслуживают отдельного внимания. В этом плане macOS Big Sur повторяет iOS 14 и iPadOS 14. Виджеты смежных приложений выглядят точно так же, и они дают возможность получать быстрый доступ к информации. Восьмое. Отключаем группировку сообщений в центре уведомлений. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Уведомления», разверните меню конкретного приложения, выберите необходимый вариант в выпадающем списке «Группировку уведомлений». Как и на мобильных системах, на Mac с выходом обновления операционной системы также появились привычные группировки уведомлений. Ох и поздно же Apple до нее добралась, но теперь использовать соответствующее меню получается приятнее. Девятое. Меняем размер строки меню через универсальный доступ. Что нужно сделать? Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Универсальный доступ». Затем разверните меню «Монитор». Выберите необходимый вариант в выпадающем списке «Размер строки меню». Размер строки меню получится изменить через универсальный доступ. Она может быть либо стандартной, либо немного увеличенной. На небольшом экране, кстати, большую разницу у меня заметить не получилось.
10. Включаем и отключаем звуковой эффект при запуске Mac. Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Звук». Разверните меню «Звуковые эффекты». Определите положение переключателя. Воспроизводить звук при запуске. Многие обрадовались, что при запуске компьютера после обновления проигрывается традиционная мелодия из далекого прошлого. Тем не менее, она определенно будет лишней в тихой домашней обстановке, на совещании или учебе. Рекомендую избавиться. 11. Выбираем удобные действия для кнопки Function, в углу клавиатуры которая. Откройте системные настройки. Перейдите в раздел «Клавиатура». Разверните меню «Клавиатура». Выберите необходимые действия в выпадающем списке нажатия кнопки Function. Да, наиболее бесполезная кнопка на клавиатуре наконец-то может стать полезной, так как лично я часто использую предметы и символы из меню эмоджи для выделения определенных моментов в записях. Именно их на ее и установил. Удобно, скажу я вам. 12. Пробуем бесшумное нажатие на Trackle Pad с Force Touch. Откройте системные настройки, перейдите в раздел Trackle Pad, разверните меню «Выбор» и «Нажатие». Переведите в активное положение бесшумное нажатие. На моем MacBook Pro 2017 года ранее этого пункта не было, его и нет на MacBook Air 2019 года. Проверьте, появилась ли данная возможность у вас. Она позволяет сделать нажатие на Trackle Pad более тихим, чем ранее, но тактильно они также неплохо различаются. 13. Проверяем оптимизацию аккумулятора при просмотре видео. Что сделать? Откройте системные настройки. Перейдите в раздел «Аккумулятор». Разверните меню «Аккумулятор». Переведите в активное положение переключатель «Оптимизировать трансляцию видео при питании от аккумулятора». Не успел полноценно протестировать, но думаю, активация данного режима должна частично увеличить время автономной работы ноутбука во время просмотра видео. Сложно сказать, насколько серьезно будет данное увеличение, но пусть будет. 14. Убеждаемся в активности оптимизированной зарядки Mac. Откройте системные настройки. Перейдите в раздел «Аккумулятор». Разверните меню «Аккумулятор». Переведите в активное положение переключатель «Оптимизированная зарядка». Как и на iPhone, на Mac также появилась оптимизированная зарядка. Она стремится держать объем энергии в аккумуляторе ноутбука на уровне 80%. Это нужно для того, чтобы сократить деградацию и увеличить время полезного использования батарейки. 15. Знакомимся с меню состояния аккумулятора своего MacBook. Откройте системные настройки. Перейдите в раздел «Аккумулятор». Разверните меню «Аккумулятор». Нажмите на кнопку «Состояние аккумулятора». Ранее для того, чтобы оценить эти данные, нужно было нажать на значок «Аккумулятор» в строке меню, удерживать клавишу Option. Если честно, подобный подход выглядит максимально странно и не очень очевидно. Тем не менее, все изменилось вовремя. 16. Настраиваем наполнение стартовой страницы в браузере Safari. Откройте Safari. Перейдите на стартовую страницу, нажмите на кнопку «Настройки содержимого» в правом нижнем углу. Да, это же можно было сделать уже после обновления Safari до 14 версии. Тем не менее, по моим наблюдениям, далеко не все сделали это, или просто не обратили внимания на данную особенность браузера. Можно даже фон оформления поменять. 17. Активируем встроенный в Safari переводчик прямо сейчас. Что же нужно для этого сделать? Откройте системные настройки, перейдите в раздел «Язык и регион», выберите Соединенные Штаты Америки в выпадающем списке регион. Переводчик – лучшее нововведение Safari, которое дает возможность забыть про решение Google в этом направлении. На момент выпуска видео он появляется в адресной строке браузера только в том случае, если переключить регион. 18. Закрепляем избранные диалоги во встроенных сообщениях. Откройте сообщение, активируйте контекстное меню для необходимого диалога, выберите вариант «Закрепить». Вы можете сколько угодно не использовать сообщения, но некоторые диалоги в них все же лучше закрепить в верхней части окна. Это даст возможность быстро проверять их, не перерывая тонны спама от сотового оператора и других компаний. 19. Оцениваем личную станцию Apple Music в новой музыке. Откройте музыку, перейдите в раздел «Слушать», нажмите на вариант «Моя станция». Как и на iPhone, на Mac теперь можно получить доступ к собственной радиостанции, которая подстраивается конкретно под ваши предпочтения. Я достаточно часто слушаю ее и получаю массу положительных эмоций. 20. Пробуем новые варианты форматирования в стилях заметок.
Откройте заметки, перейдите в любую из записей, нажмите на значок стилей, А большая, А маленькая. Еще одно мелкое нововведение поможет упростить форматирование текста в заметках, особенно тем, кто не умеет использовать для этого горячие клавиши. Рекомендую попробовать. Так вы значительно упростите восприятие информации, которую вы записываете. И это только меньшая часть всех нововведений. А как вам новая macOS Big Sur? Нравится или не очень? Пишите в комментариях ваше мнение. А также напоминаю для тех, кто забыл, вы на канале Профон. Меня зовут Кирилл. И до скорых встреч в новых видео.